Здравствуйте! Сегодня 7 февраля и первый раз, как говорится, в жизни будем садить табак. 3 сорта табака у меня. Восточный, ароматный, Берли и Вирджиния. Для начала сбрызнуть водичкой, чтобы пропитать грунт. Смачивать надо до посадки обильно, чтобы грунт взял влагу. Берем семена, высыпаем их на бумажечку, на какую-то, потому что семена очень мелкие. Первый сорт посадим Вирджиния. И на палец, подушечкой, вот так на палец, потихонечку и густо было, просыпаем этот грунт. Просто как, вроде как солим. Теперь сверху чуть-чуть сбрызну семена, чтобы они набухли. Так, вот и все. И теперь заранее подписанной крышечкой я закрываю это дело. На каждый сорт буду ставить на подоконник для их проращивания. Присыпать семена грунтом после посева не нужно, так как семена очень мелкие, как пыль, и они не смогут пробиться через слой почвы. Поэтому накрыли крышечками и выдерживаем температуру для прорастания. Ну и сейчас показываю вам всходы табака. Самые первые взошли Вирджиния, зашли 11.02, потом Восточный 13.02 и Берли 13.02. Стоят они у меня уже под подсветкой. Температура на стеллаже до 22 градусов. Это у нас Берли. Стопроцентная всхожесть. Восточный. Тоже стопроцентная всхожесть. И сейчас вам покажу Вирджинию, которая взошла 11-го. И расскажу, что мы сделали не так. Вирджиния взошла самая первая, но мы пропустили день всхожести. Поэтому очень важно, как только появились всходы, появились белые крючочки, сразу же приоткрывать для того, чтобы растение дышало. Мы не открыли, мы были на даче, приехали, всходы уже появились, и мы пропустили этот момент, поэтому всходы все упали на грунт, и уже их не поднять. Поэтому самое важное условие при правильном уходе – это вовремя приоткрыть тепличку. Не полностью, но чтобы был доступ воздуха. И при появлении первых настоящих листочков сразу же перенести под подсветку и сутки выдержать в приоткрытые формочки, но еще прикрытые. Всходы раскрыли полностью семядольные листики. И через 7 дней их нужно будет подкормить кальциевой селитрой. 2 грамма на литр воды. Кальциевая селитра нужна для того, чтобы укрепить растения, укрепить стебелек, укрепить листики и укрепить корешочки. Она работает на клеточном уровне растения. Табак растение мощное, развиваться всходы будут быстро и мощно, поэтому смотрите, когда сделать пересадку. Если вы увидите, что стебель растения плотный, хороший, то пересадка в отдельные емкости по отдельным стаканчикам, одно растение в одной емкости, можно уже в фазе одной пары настоящих листиков. Если растение еще хорошо не развивается, то, конечно же, лучше дождаться фазы 2 настоящих листиков и уже потом пересадить по отдельным емкостям. Дальше у меня идет табак, уже пересаженный. Табак хорошо развивается, тоже стоит в прохладном помещении. Сначала стоял под подсветочкой немножко на стеллаже в доме, потом я
перенесла сюда, и уже здесь я подсветку на веранде, подсветку не включаю. Высаживать табак в открытый грунт нужно после того, как минет угроза возвратных заморозков. Делаем лунки обычной тяпкой. Расстояние между лунками 70 сантиметров. Почему 70 сантиметров? Потому что растение очень крупное, с огромными листьями. Если посадки будут загущены, плохая продуваемость ветром, и на растение будет попадать очень мало солнечного света. Чтобы растение хорошо развивалось, лучше делать одиночные посадки. То есть 2 ряда табака, несколько рядов огородной культуры, опять 2 ряда табака, опять несколько рядов огородной культуры. Это уже проверено на личном опыте. И растения, которые находились по краям плантации, созревали быстрее, чем те растения, которые находились внутри плантации. Полив табака регулярный, при сильно засушливой горячей погоде, каждый день. Сейчас собираем листья табака. Табак уже половину огорода мы уже собрали. Осталась вот такая плантация. Когда его собирать? Когда листья табака меняют свой цвет с темно-зеленого на ярко-салатовый. Вот такие темно-зеленые листья. Вот они. И вот уже спелые листья. Они уже ярко-салатового цвета. И вот эта прожилка на листьях приобретает белый цвет. Вот это уже полностью табак. Листья табака готовы. Следующий этап — это муж перемывает листья. Смывает песок, все, что на листьях, пыль. Жучки, паучки. Этого можно и не делать, но он предпочитает, чтобы листья были чистые. Когда их промоем, потом дадим им трошки просохнуть немного. И будем вешать на нитку, на сушку. Вот так они у нас сушатся в сарае. Можно сушить на крыше, но это мы покажем следующим кадром. После промывки листа сейчас нанизываем его через центральную жилу на капроновую нить, так как вес большой, тяжелый, особенно крупные листы, они тяжелые. Чтобы не порвалась нитка, нанизываю на капроновую нитку и повешу немного, пусть на улице просохнет от влаги, а затем будем определять его на чердак, потому что в сарае места нет, чтобы где вешать, а на чердак будет как раз нормально. Сушить табак нужно не на открытом солнце, он просто сгорит. В тенечке, чтобы был сквознячок, гулял ветер, и ветерочек сушил листья. После того, как листья табака просохли, вот уже на подходе эти уже подсыхают, ставлю на отмочку, проливаю, кучей положил, и буквально вот такую лейку, вот эту лейку я облил его, весь полил вот так вот, и потом укрыл мокрыми тряпками, чтобы он отошел, чтобы стал эластичный и мягкий. Затем будем убирать центральную жилу. Где-то около часа они лежат у меня, томятся, набираются влаги. После того, как табак отмяк, когда мы его намочили, теперь отделяем центральную жилу. Вот так вырываем ее. И все. Затем будем отправлять на ферментацию. Табак вот такой, он как бумага, вот, отмякший. Жилу вырываем для того, чтобы не было больших частей в табаке после того, как резать его. Вот.
Тогда он и мягче будет забиваться в сигарету. А так, как-то я покупал табак, там такие дрючки были, хоть печку топи. А в данный момент сейчас вон, листочки прекрасные, мнутся хорошо, они увлажняются. Вот эту центральную жилу мы отделяем и оплаживаем ее в сторону до весны. Потом, как весна придет, начнется вредители. Вот, и супруга будет делать настойки на этих жилах и бороться с тлей. На своих цветах, на розах, на всем. После того, как удалил центральную жилу, я набиваю в банки не сильно плотно, крышкой закрываем и ставим на ферментацию. Ферментация у меня происходит в таком инкубаторе стареньком нашем. Вот, банка стоя не становится. Листья влажные или сухие? Листья немного увлажненные, так как я, когда удалял центральную жилу, я смачивал листы, чтобы они отмякли. Накрываем и устанавливаем температуру 49-50 градусов. Вот, подключили наш инкубатор, выставили температуру от 49 до 50 градусов. И все, ждем теперь несколько суток. Суток 5 или 7. Там будем определяться по запаху табака, какой аромат. После того, как табак проферментировался, вот таким он цветом стал, я ему дал чуть-чуть просохнуть. Он сейчас такой, как бумага, мягенький. И нарезаю его лапшой. Пропускаю через лапшерезку. Приобрел себе лапшерезку, так как табакорезки в магазинах очень дорогие. Лапшерезка намного дешевле. Ну и режет табак буквально такими вот ломтиками. Я потом еще раз пропускаю, как он, вот эта лапша подсохнет. Вот. Я его пропускаю второй раз. И получается, табак получается вот в такой фракции. Вот такая фракция, как заводской. Ну а дальше уже забиваем их в сигареты.